У меня было предчувствие в день задержания и в день перед задержанием вечером. И я сразу сказала своей маме, вот утром перед тем, как пойти, что нужно собрать, если вдруг меня задержат. Мы договорились, как ей сообщу о задержании. Я села на пол, стала рисовать плакат, и это был первый раз за всю историю, когда у меня не получалось написать плакат. То есть я писала «Солигорск, соль земли», и то у меня не влазил Солигорск, то я, в общем-то, не вписывала вторую строчку. И я уже поняла, что если плакат не рисуется, значит, наверное, идти не стоит. Когда я шла, у меня были ватные ноги. У меня такого никогда не было. И я прям чувствовала очень сильное волнение, но кто обращает внимание вообще на предчувствие? Просто пошла, несмотря на это. Я шикарно позавтракала. Почему подчеркиваю это? Потому что я потом очень долго вспоминала свой этот шикарный завтрак, когда я ела эту пшенку на завтрак. В общем, у меня был шикарный день, был солнечный. Я пришла на Площадь Свободы, и впервые я пришла вовремя, за 10 минут. Мы были с моим другом у Красного костела. Мы снимали серию плакатов. Вечером 11 августа мы решили с моим парнем, на тот момент парнем, и другом развозить воду с медикаментами протестующим. Когда мы направлялись к суду, мы несли с собой в руках оранжевые шахтерские каски. Нас встретила девушка, и она сказала: девочки, не идите туда, там уже задерживают. Я зашла в костел, постояла, подумала, попросила, чтобы все было хорошо. Вышла, вижу, что через дорогу уже собрались люди, ходит милиция. И было очень много автозаков, машин техасских этих бусов, просто автобусов. И было очень страшно, потому что практически негде было ходить. Прошли круг вокруг ратуши и начали задержание. И я возвращалась к этому моменту очень много. Думала о том, что я попросила, чтобы все было хорошо. И все было хорошо, хотя меня задержали. Мы еще пошутили, что давайте, может, в кафе пойдем, кофейку выпьем, сфоткаемся с плакатом и разойдемся. На тот момент уже, конечно, мы знали, что там задерживают жестко, бывает, что били людей и так далее, но мы были уверены, что в ту ночь это все пройдет мимо нас, потому что мы наклеили себе красные кресты такие на руках и на машине, то есть давая понять, что мы медики. Но потом мы решили, что подойдем на 1 минуту. 1 минуту, мы там и успели простоять. В 3 начинался марш, в 3 был сбор, и в 3:05 они приехали, и нас зажали возле кафе «Гамбринус». Образовалась давка, мы кричали. Мы стояли в сцепке. Во-первых, я поворачиваюсь, вижу свою знакомую, говорю ей «привет». И мы продолжаем стоять в сцепке, кричать и там как-то
боятся. Мое задержание прошло молниеносно. То есть я открыла плакат «Солигорск, соль земли». Мы стали в такой небольшой рядок с девочками. Вот одну из моих знакомых прижали к стене здания. Получается, я оборачиваюсь, вижу ее, и это было достаточно жестко. Достаточно резко ее прижали. Нам сказали всем выходить из машины, и моих ребят поставили как бы сзади машины, а меня на капот. И то есть так, что руками на капот, и, грубо говоря, я как бы стояла почти раком. Нас начала фотографировать наша знакомая девушка, какие-то журналисты. Перед нами стоят люди в оливках, и один из них снимает нас на видео. Человек, который прижал к стене мою знакомую, он был в зеленой форме, без опознавательных знаков. Он смотрит там на нас, на меня, и ему это прикольно, что вот как бы они потом посмотрят это, поржут. И смотришь в лица тех людей, и просто видишь это такое ехидство, какое-то злорадство. И так становится от этого всего противно, от того, что ты абсолютно... Вот сейчас ты абсолютно беззащитный. И мне было очень страшно, что сейчас эти звери додумаются там и насиловать или еще что-нибудь. Потому что ты на адреналине, ты на стрессе, и тебе хочется, на самом деле, тебе хочется просто кричать. Я говорю, она болеет, ей может стать плохо. Начала что-то говорить, что мы ничего не нарушали, давайте мы просто уйдем отсюда. Но потом стали нас давить. Часть девочек стала перелезать через террасу, и я в какой-то момент понимаю, что я не успею. Такой огромный мужчина в штатском, в кожаной куртке, очень такой брутальный, высокий, очень близко находится у меня перед лицом и говорит: «Пошли». Вот эта фраза, она «пошли». Это такое ощущение, как будто ты встретил какого-то дикого зверя, и ты не знаешь, что произойдет дальше. Либо он на тебя накинется, либо отойдет. То есть в этот момент, когда вдруг к тебе начинают обращаться на «ты». Пошла, встала, села. Было просто очень страшно, было такое шоковое состояние, в котором все казалось нереальным. Я тогда наверное, пережила этот стресс, я им переболела, и после этого меня отпустило, и я поняла, что я уже ничего не боюсь. Я думаю, что у меня был шок. То есть я не помню конкретно, что я говорила, не помню даже конкретно, где я шла. И потом я просто поворачиваюсь и понимаю, что у меня уже просто красная ковровая дорожка в автозак. Я такая: здравствуйте. Меня вели вот так вот за шею. Я говорю: я не сопротивляюсь, не надо меня. И меня подводят к автозаку, и мне там протягивают руку. Я такая, давайте без рук. Ну и как только закрылась дверь этого бусика, нас начали бить, но меня не трогали. Они сначала били моих ребят дубинкой, руками по спине, по шее, по попе. Не было сильного страха, какого-то испуга, просто как будто парализовало, и при этом вот эти вот мысли такие какие-то задние про то, да неужели это происходит. У меня литовское гражданство, но я выросла и родилась в Минске. И потом со словами, что ты же гражданка Литвы, а в Литве феминизм, значит, будешь получать как все, начали бить и меня тоже. Вот. Ну и я отгребла за все пропущенные круги, пока меня не били. Я пошла в автозак с поднятыми руками. Во-первых, мне не хотелось, чтобы они до меня дотрагивались. Во-вторых, чтобы потом просто не приписали какого-нибудь сопротивления, хотя на самом деле какие бы доказательства не были, мне кажется, уже ничего не имеет смысла на суде. Практически сразу нас перевели в автозак. Вот, вместе со знакомой, при этом она все это время кричала, ее трясло. Она задыхалась. Это было, конечно, страшно, потому что до этого я не видела, как это происходит, как у человека начинается и продолжается паническая атака. Так было во всем, что где-то тебя вот так вот опускают, и ты не человек, и ты никто, и ты не выживешь, и тебе угрожают, а где-то у девчат. Ой, девчат, давайте, чего вы плачете? Девчат, давайте пошутим с вами. Ой, девчат, давайте вот это вот все. Перед тем, как меня задержали, было дико страшно, но в момент задержания страх уходит, и появляется только злость. Подходят эти амбалы, говорят: пройдемте, не говорят, по какой причине тебя задерживают, не представляются.
совершенно беззаконие творится, и чувствуешь только злость и бессилие. Ты бессилен при них. На их стороне закон, ты это точно понимаешь, не на твоей. Ты хотел сделать как лучше, кому-то помочь и так далее, а в итоге тебя за это бьют и обращаются с тобой как с куском говна последнего. Вот. В общем, атмосфера в автозаке была, я это сравниваю, как одна из сцен фильма «Кустурицы». Не хватало еще просто каких-то гусей где-то на галерке, потому что кто-то пел песни, кто-то очень громко читал молитвы, чем просто выводил меня из равновесия, потому что было, хотелось как-то сконцентрироваться, да, и как-то, побыть в этом моменте. И они так успокаивали, все будет хорошо. И вот он смотрит мне в глаза, говорит, все будет хорошо, не волнуйтесь. И я думаю, ничего себе, ты выглядишь как обычный человек, но ты делаешь такую гадкую работу. Ты же понимаешь, что ты задержал девушек с цветами. Второй раз у меня был, такой вот прям разочарование. Я попала, меня забрали с розочкой. И вообще вот я не понимала, как можно девушку с розой забрать и потом приписать ей то, чего не было, и дать 15 суток. Я попадаю в Ленинское РУВД, где все друг на друга кричат. То есть не то, чтобы они кричат на нас, они кричат друг на друга. То есть все обращаются друг к другу очень жестко. Ты что делаешь, дебил, дурак? Куда ты там? Сюда дай. И чувствуется, что это норма. То есть так люди общаются. То есть на «ты» хамски, грубо издеваются друг над другом, подкалывают друг друга. В РУВД самое страшное было, что нас убьют, потому что то, как там кричали ребята, это было очень, очень мерзко. В РУВД мы были в спортивном зале какое-то время. Мы попросили воды. Ей становилось хуже, и мы вызвали скорую. Нас отвели в спортивный зал в подвале. И там уже было 200 человек. На нас надели наручники, поставили на колени. К нам привезли 2 парней, и с Малиновки один из них был очень сильно избит. И они пытались разблокировать ему iPhone по Face ID. Понятно, телефон не мог разблокироваться, потому что все лицо было в крови. Передо мной лежало, буквально в 3 метрах, наверное, лежало 6-7 мальчиков с наручниками, в наручниках, которых очень сильно били без остановки. То есть меня все это время опрашивали. И все время какое-то ощущение сюра, но что делать, плакать или смеяться, потому что ты не понимаешь, что происходит. Мне потом стало плохо в один момент, потому что мы не спали, не ели, ничего. И нервотрепка такая сильная. Все были уверены в том, что нас отпустят. И я такая, у меня завтра маникюр. У меня в 10 маникюр, мне надо успеть, все. Вот. А потом открывается дверь, и мы видим там, что автозак открытый. Понимаем, что все, мы до понедельника как минимум будем на Крестина. Утро на Крестина началось возгласом «Просыпайтесь нахуй». Еще само это ощущение тюрьмы, этот вайб. То есть двери такие огромные, металлические, все такое тяжелое. То есть сделано надежно. Понимаешь, что отсюда никуда. Я не знаю, как это у других, но у меня это было так, что это постоянно непрекращающийся какой-то страх смерти. Мне и другим людям было понятно, что в этом месте пытали людей. Вот-вот, еще чуть-чуть, и либо тебя убьют, либо ребят убьют, либо еще что-то произойдет. То есть страх потери себя, своих близких, любимых. Конвоир говорит: так, внимание, сейчас это тюремный объект, здесь всегда надо будет ходить, руки за спиной, голова вниз. Смотрим перед собой, руки за спиной. В течение нескольких дней у нас не было матрасов. У нас их забрали, отключали нам воду. У нас в камере были девочки, у которых были серьезные проблемы со здоровьем. Если ты лишаешься матраса, то ты остаешься спать на такой холодной решетке, которая очень жесткая, и мы понимали, что девочкам будет очень некомфортно. Вот я уже иду, руки за спиной, да, то есть мы идем гуськом, я, мэр, сестра. То есть утром мы еще пили кофе, я собиралась на массаж, там
рисовала плакат, а вот мы уже идем гуськом. Черт возьми, я когда сейчас это говорю, это звучит не страшно. Это просто отсутствие матраса. Но там это было очень страшно. Это сильнейшее давление, потому что ты находишься в камере замкнутой, ты не можешь оттуда выйти. Все твои действия контролируются. Как говорят, что там перед смертью у тебя пролетают всегда самые яркие моменты жизни и так далее. Нет ничего подобного. Ты просто лежишь и думаешь только о том, что сейчас происходит, и о том, что ты можешь сделать хотя бы вот в последнюю минуту. Но у меня были мысли прям вот суицидальные. Я думала, я лучше вскроюсь, чем я буду сидеть тут снова. Это ужасно, это кошмарно, это несправедливо. И я думала вообще, что я не смогу вообще ничего. Мне уже хотелось просто лечь и умереть вот так вот. Просто все, я не хочу, не буду, не могу. Вообще есть какое-то такое немножко неадекватное состояние, даже какой-то легкой как бы эйфории. То есть так, наверное, работает просто наш организм, защищая нас от шока. А так обычно там все смеются, шутят, стараются всегда что-то смешное найти. И насколько я поняла, плакали всегда все по ночам. Я думала, может, это только я. И еще идет такая ломка. То есть уже не на свободе, но еще как бы не в тюрьме. То есть, но все, что тебе говорят делать, там, пошла, встала сюда, да, лицом к стене, вызывает внутреннее возмущение. То есть, в принципе, даже нет еще какой-то привычки выполнять приказ. Плакать там тяжело. Это не воспринимается как освобождение, как в обычной жизни. То есть это такая необходимость, скорее неприятная. И я проснулась ночью от того, что от криков мужиков, ну, то есть там это был ор мужчин, мальчиков, парней. Ор стоял просто невыносимый. И их заставляли петь гимн. Помню, мы сели, и все заплакали. Ну, не навзрыд, конечно, просто текли слезы. Мы продолжали разговаривать при этом, и мы так сели, и одна из моих сокамерниц говорит: так, девочки, я думаю, нам нужно обговорить то, что сейчас происходит, это пытка. Тут же какой момент, что одно дело, когда, допустим, на тебя кричит кто-то, да, и ты можешь сказать в ответ что-то. То есть это какая-то приемлемая ситуация. Можно тоже выплеснуть свою злость. А в ситуации с содержанием в тюрьме на тебя кричат, а в ответ можно только молчать. Чуваки, нет, мы с вами как бы не на равных абсолютно. Нет, то есть вы можете со мной сделать все, что угодно, а я ничего не могу сейчас. Меня никто не защитит. Хотя должны защищать вы как раз-таки. Я плакала именно от страха, от осознания того, что люди за стеной направляют свою энергию, свои мысли именно на то, чтобы сделать мне больно. Но однажды к нам пришел охранник такой, Антон. Он так и сказал: я Антон. И он показал нам свое лицо. Я свое лицо не скрываю. Типа, я хороший охранник. И Антон говорит: вы типа не бойтесь, что все здесь орут? Вот смотрите, я тоже так умею говорить. Стой сюда, пошла, легла. А потом продолжает вот таким обычным как бы голосом. Говорит: вот видите, это просто для устрашения, чтобы вам было страшно. Это ж только для этого как бы сделано. То есть на самом деле они понимают, что людям это не нравится, и поэтому так как бы психологически на вас давит. Ну вы это не воспринимаете, просто как бы игнорируете. Короче, чем их больше было, тем сильнее они пытались нас поддеть. Там они там что-то, короче, как-то подъебать нас. Такие они, в общем, им было круто, вот что типа ты девчонок классных, красивых, офигенных. Конечно, им нужно было друг перед другом вот это вот, короче, фраернуться. Один сказал, что он даст нам матрасы, а в 7 утра придет их заберет, чтобы мы молчали, никому не рассказывали об этом. При этом за его спиной стоял человек, который у нас эти матрасы забирал. Тогда мне вообще взорвался мозг, потому что мне стало страшно, что в головах у этих людей происходит. Я считаю, что в этой системе нет ни одного хорошего человека. Ну, то есть не может нормальный человек оставаться в этой системе. Ну, это люди с нестабильной психикой, сломанные, пустые, наверное. Был еще один тип людей, у которых абсолютно стеклянный взгляд. Ну, что бы ты ему ни говорил,
И такие люди им нужны. Они же таких людей себе и подбирают. Хоть кто-то хороший здесь будет. Я хочу верить в это, что есть же здесь хорошие люди, да? А почему, откуда это желание? Это желание оттуда, что тебе не хочется оказаться среди садистского, злобного, беспринципного, такого адского сообщества, да? Поэтому хочется верить в то, что кто-то здесь есть нормальный. Меня всегда утешала эта мысль, что это они в тюрьме, а не я. Это они в заключении, потому что они там работают. Каждый день в этом ужасном месте. Приходят туда. А я-то выйду, а они нет. И они готовы на это. Такая опасная ситуация, потому что хочется кому-то довериться, да? То есть это какая-то эмоциональная просто, не знаю, штука. И они тоже, видимо, это понимают, и они могут сыграть на твоих чувствах. Когда какой-нибудь работник проявлял к тебе хорошее отношение, это всегда было очень мило и прям до слез. Казалось, вот сейчас он идет, и все ложилось, и иногда подступали слезы, потому что вот это вот очень сильно касается там. Мы сидели с художницей, у нее пришла ассоциация с кукольным домиком. И я понимаю, что кукольность здесь не в том, что там типа прикольно, а в том, что мы неуместно кукольные там. Да мы сидим там, не знаю, в эту кормушку, чтобы миску взять, руки достаем свои наманикюренные, и все, и они видят вот это. Они видят, как мы с ними разговариваем, как мы с ними хихикаем, здороваемся, благодарим. Это люди, которым нравится причинять боль другим. Нравится чувствовать власть. Они считают нормальным оскорблять, забирать твои вещи, не говорить, куда ведут и зачем. Люди с больной душой, с больным воспаленным сознанием. Там для них мы такие какие-то непонятные игрушки. И поэтому всегда ты находишься в ожидании, что сейчас что-то случится, сейчас может что-то произойти. И если кого-то ты спрашиваешь, то ответ тебе будет ложь. То есть, пример. А вы не знаете, что с нами будет? Ой, вас сегодня, скорее всего, выпустят. Говорят люди, которые знают, что вас не выпустят, да? А мы сейчас куда едем? А в лес. Ха-ха-ха. Для меня они забавные. Это люди абсолютно другого мира, для которых мы в диковинку. Вот нам было, наверное, очень важно это показать. Вот вообще посмотрите, какие люди есть. И они считают, что они достойны, видимо, этого места, или что оно достойно их. Это вызывает какую-то такую жалость, но жалость и одновременно отвращение. На самом деле мне очень хотелось высказать все на суде. Суд шел по скайпу. Я видела фактически белую стену и профиль судьи. И интернет раздавали с телефона на суд. Я не вижу мать свою. Я прошу, поверните камеру, чтобы я хотя бы слышала что-то, потому что я не слышу ничего. Поражало то, как беспринципно врет свидетель. Все понимают, все играют эту дебильную игру. До этого он еще при мне там переговаривался с каким-то там смотрителем за качеством связи, и он спрашивал, где это было, скажи мне место, скажи мне время, такой. И я говорю, вам не стыдно? Говорю, что не помните, вы же меня задерживали, вы же свидетель. Он, я, конечно же, все помню. В РОВД написали, что меня забрали в 15:50, но при этом в 15:20 я уже выслала смс-ку из автозака. Мой адвокат полностью разнес обвинение, и несмотря на то, что нам присудили нечестный приговор, было настолько очевидно, что приговор несправедливый, что как будто бы я даже через скайп чувствовала стыд судьи. Бла-бла-бла-бла-бла, 15 суток, вы можете обжаловать, у вас там, если есть какие-то вопросы. Я говорю, да, у меня есть вопросы, извините, я не поняла. Она такая приостанавливается, так прям вот в скайп этот лезет. И я очень громко и четко говорю, сколько стоит совесть? Судья была девушка моего возраста, то есть девушка лет 35, достаточно красивую, такую можно встретить где-нибудь на рейве. Бред. За что тебя, девушку, забрали, и дают опять 15 суток, ты опять идешь там... Не думала, что он будет так вспоминать. Опять действуешь по их там плану, ты идешь там на прогулку, когда они скажут, ты кушаешь еду, когда они тебе принесут. То есть ты не можешь свободно действовать, ты не можешь свободно... Нас переводили из ИВС в ЦИП, и мы прошли буквально, может быть, 50 секунд по улице,
после вот этих около 5 дней в заточении. И мы шли и улыбались все. И я тоже улыбалась, и все улыбались, и так смотрели вокруг на деревья. Я выхожу в этот дворик, уже понимаю, что да, меня не выпустят, что мне еще придется там сидеть 8, получается, дней. И я очень хорошо запомнила запах липы. Он был настолько сладкий, этот запах, как будто даже во рту было сладко. Я вот просто подняла голову, смотрю, стою. Вообще никаких звуков, кроме шума деревьев. Потом нас привели в камеру. Она была очень маленькая, она была на 4 человек. Там ужасные, отвратительные, ярко-желтые стены. В окно, понятное дело, ничего не видно. Мне казалось, что эта камера на меня давит, сейчас меня раздавит. Нас запихали в очень такие узкие стаканы. Насколько я знаю, что в стакане этапирование приравнивается к пыткам, потому что воздуха нет, жарко, непонятно, куда тебя везут, как долго это продлится. Мы выходим, сразу нас встречают собаками, очень такие злые, какие-то хмурые все люди. Ты идешь такими лабиринтами подземными, длинные коридоры. Все очень старое, очень обветшалое, страшное такое. Тебе кричат постоянно морду вниз, руки за спину. Ты идешь быстро, не сбивая темп, и вот тогда ты чувствуешь страх, потому что ты не понимаешь, что будет дальше. Появился такой панический, неконтролируемый страх. И нас заводят сразу в какую-то камеру и закрывают за нами дверь. Я помню, что я говорила девушкам, которые были со мной. Я говорила, мне кажется, что я умру, что я не выйду отсюда. Там не очень светло, посередине лужа, пол такой бетонный, весь в рытвинах, какой-то вот очень грязный, вот прям... Полностью обваливающиеся какие-то хлопья потолка. Там даже не хотелось вообще ничего делать, мы стояли вот так вот, мы даже вещи свои особо не... пакетики, какие у нас там были, мы так вот стояли, потому что максимально было отвратительно. Такое ощущение, что эта камера 40 лет назад, этот корпус был закрыт, и сейчас, когда у них не хватало места, они открыли вдруг эти места, и поселили нас туда. Вот такая у нас была камера. В этой камере была огромная такая в углу от потолка до пола плесень черная. И там кое-где еще были такие следы плесени, но вот это было прям... Вот ты заходишь, сразу видишь плесень, лужу и такой. Вот так вот. 19 кроватей, да, и все они как-то сварены между собой, пол цементный. И ты приходишь, и ты думаешь, как тебя могли сюда забросить? У меня были беруши, я надела беруши, легла на кровать свою. Ты понимаешь, что твоя жизнь сейчас зависит от приказа. Я пыталась успокоиться, и я прям помню, как я подбирала каждую мысль, потому что мне казалось, если бы я выбрала не тот путь мыслей, то я боялась, что я могу как будто сойти с рельс и не найти их опять. Может, там уже всех расстреляли снаружи, и сейчас за тобой придут. То есть я бы сказала, что это был панический страх потерять себя, потерять разум. Я полностью как будто замораживалась и чувствовала себя парализованной. То есть я забивалась, как хомячок, скручивалась, и чтобы ничего не чувствовать. Рептильный мозг животный, он кричит: уходи, уходи, беги отсюда. А твой высший мозг, он понимает, что ты не можешь. Они могут. Потому что они могли это на улицах, потому что они это могли в судах. С тобой может произойти все, что угодно. Как я поняла, получилось так, что я как бы немножко умерла. То есть мне же не получилось выбежать. Наверное, я пережила вот это состояние какой-то внутренней смерти в своей голове. Даже было страшно, нам подходили мерить температуру, когда мы стояли все около стены. Когда тебе что-то подставляют в голове, ты не ожидаешь, что это будет градусник. Это состояние, оно как бы подкосило меня, потому что я поняла, насколько уязвим человек, и что, может быть, не только физическая травма, несовместимая с жизнью, но и психологическая травма, несовместимая с жизнью. Живешь в толчке, ешь в толчке, читаешь книжку в толчке,
ходишь толчок в толчке, и как бы все вот это твоя реальность. Еще в этих камерах, в каждой камере, там в Барановичах есть камера, видеокамера. Она прям над туалетом расположена. В 10-ром в одном помещении с открытым туалетом все делаешь на виду у всех. Вот, поэтому у нас типа очень много было всяких туалетных шуточек. Они заглянули так вот в монитор, и потом приходят и говорят: вы знаете, девчонки, видно все. А камера прямо над туалетом висит. Мы думали, там хоть какой-то другой угол будет. И они говорят: видно все. И мы, ничего страшного уже. Это же не наша работа смотреть на это все. В тюрьме сразу ощущаешь, насколько физиологичен этот опыт. То есть кажется, что это какое-то стоическое переживание, психологическое, да, несомненно, тоже, но в первую очередь это очень тяжелые условия физические. Был такой один работник, который любил начинать утро с гимна. Прям громко. А у нас еще камера была прям под радиоточкой. Нам нельзя было садиться на кровати, и когда малейший шорох, то ты сразу же подскакиваешь и стоишь. Но это определенно развивает какое-то чувство тревоги. Мы ложимся спать, влажная постель. Просыпаемся утром, у нас по окну, по кормушке, по стенам текут капли воды, потому что там ужасно было влажно. Берешь подушку, она разваливается, из нее вываливается какая-то субстанция, ты не знаешь, что это. 9 дней из 10 у нас не было горячей воды в кране. Мы еще боялись мыть голову, потому что в камере было очень холодно и очень сыро. Холод — это реально большая проблема, когда ты в холоде постоянно, то есть находишься, то есть отъезжает потихонечку голова. Я заболела практически в первые сутки. И меня никто, врачи меня не слушали вот этим стетоскопом. У нас многие болели короной, и нам давали 2 сантиметра чая. То есть это даже иногда 100 грамм не было. И мы просили: вы понимаете, у нас люди болеют, нам нужно больше жидкости, дайте нам больше чая. У нас все время горел свет 24/7, и аргументировали это как то, что вы должны страдать. Больше недели мы сидели вообще, нас не выводили. Мы в душной камере, потому что у нас плохо работала вентиляция. Тебе не хватает банально видеть небо, но солнце вообще роскошь, но неба очень не хватало. У меня была стена увешана всякими там открыточками, портретом, еще там письма, какие-то стихи. Быстро как-то развесили свои вещи, положили полотенце, и вот уже это страшная средневековая камера стала каким-то уютным местом. Возле твоей шконки частичка уюта, это было очень приятно. Оно такое теплое, чувство какое-то. Но мы лечили эти стены собой, своим каким-то отношением, стихами, песнями. Мы очень много пели там в Жодино, в Степянке. В Барановичах нас отвели в душ. И они нас предупредили, что у нас есть 10 минут, иначе мы пойдем в камеру голыми. И я вижу этих девочек, они заходят такие красные и такие счастливые, и все улыбаются. Девочки, это такой кайф, девочки, такой кайф. Идите, идите, идите. Когда за нами пришли, в общем-то, конвоиры, чтобы вести нас на прогулку, все были в таком невероятном возбуждении. Моемся, я смотрю вниз, вижу свои ноги, свои руки. По крайней мере, мне казалось, что нас сейчас выведут на какой-то лужок, и там будет зеленая травка, и да, мы будем, как в американских фильмах, ходить, может быть, подтягиваться на турничках. Я внезапно почувствовала такую любовь к своему телу, и я увидела его таким красивым. Нас просто привели в такой бетонный загон, то есть это бетонный пол, бетонные стены, скамейка и небо в решеточку. Ты постоянно видишь какие-то серые стены, все такое холодное, плоское. Тут ты видишь что-то живое, что-то настоящее, что-то теплое. Мы водили там ручейки большой толпой, то есть нас 17 девочек, и мы водили ручейки, там пели песни, хотя к нам приходили и просили, чтобы мы не шумели, потому что это тюрьма. Я никогда такого не испытывала. Прям почувствовала любовь к себе, какую-то абсолютную. Сверху ходит конвоир, тоже заглядывает в эту клетку. Мы становились на лавочку и просто наслаждались солнышком, потому что это необходимо, это очень важно. А мы танцевали там. Танцевали и делали
какие-то упражнения. Даже дождь нас не смущал. Когда нас выводили в дождь, мы точно так же наслаждались, потому что это какая-то жизнь, какие-то капельки. Одной моей сокамернице в Барановиче передали петрушку, и она поставила ее в стаканчик. Но у меня был пробник крема для тела, и у него запах был такой... И серый стол, серые шконки кровати. И тут зеленая петрушка. Как-то я так вот намазала руки, и кто-то говорит: ой, девочки, чем это пахнет? У кого этот запах? Пахнет как крем мамы. И мы так сидели и смотрели. Но она же зеленая. У нас нет ничего зеленого. И она как бы живая. И это было так жизнеутверждающе. Все подошли, по очереди нюхали мои руки. Как вкусно, пахнет как крем мамы. ИВС время идет очень медленно. То есть один день — это, наверное, как неделя в простой жизни. Но в целом это прикольный опыт. То есть это опыт такой коммуны, когда вы все вместе. Ты находишься среди клевых людей, то вся эта бытовуха, она очень скрашивается. Мы называли себя сестрами все, и это такие очень теплые отношения. Ты будешь падать, а Лена тебя сзади поддержит. Лене станет грустно, а ты ей споешь. А потом, когда ты сама не сможешь петь, кто-то другой тебе помассирует виски. У нас тоже была фраза: нас угнетали, но не угнили. И мы периодически просто таки: нас угнетали, но не угнили, и все. Моя сокамерница рассказала, что перед выходом с зоны обычно ломают щетки, но это делают для того, чтобы не возвращаться. Вот там часы какие-то остаются, и ты не знаешь время, ты постоянно спрашиваешь время, ты там еще, ты не знаешь, сколько тебя отпустят. Я помню, как я сломала эту щетку. Это было очень необычно, очень забавно, очень странно. Наступает момент, когда вот открывается как бы дверь, и я вижу вот газон, голубое небо. И тебе очень странно, что ты, в принципе, можешь выйти. Я открываю дверь, а она открывается сама. То есть я ее беру, она открывается. И никто не должен открывать ее с той стороны. На выходе нам сказал парень, что в следующий раз быстрее бегайте. Это тоже возвращает какое-то чувство сюра, как будто мы играли в казаки-разбойники, и ты просто проиграл. Я думала, что я разрыдаюсь, как только выйду. Но у меня не получилось. А я очень хотела. Но у меня это вызвало такую вообще истерику у меня и у моей сестры, и у подруги, такую радость, потому что мы так давно не видели ничего зеленого и голубого, и вот это тоже вдохнуть свежим воздухом. Ну, очень классно. Я вышла, я первым делом, у меня просто улыбка не сходила с лица, я побежала в этих кроссовках без шнурков, я побежала к родным. Тебя встречают сначала волонтеры, и потом твои друзья, и, наверное, для меня это был первый такой порыв, когда я осознала действительно то, что произошло. Первым делом мы обнялись с мамой, и обе друг другу просто на ухо там шептали «прости». И я не ожидала, что я так расплачусь, и меня обнимали мои подруги, и я вообще, немного растаяла, и вот у меня было такое чувство, какой-то выход из этого замирания. Просто ничего не понимала. В голове как будто какой-то белый шум. Я сама не поняла, как оказалась в машине и как мы уже поехали домой. И для того, чтобы осознать, что произошло, понадобилось очень много дней. Я плохо помню себя до этого. Это очень странно. И жизнь, конечно же, стала совершенно другой. И я понимаю, что я поменялась сама. Я помню, как я захожу в офис, у нас администратор, бывший военный, и он открывает мне дверь и отдает честь. Утром я пошла с братом в лес, который у нас тут недалеко. Я ходила, я гуляла, я прям наслаждалась, потому что вот я могу идти по лесу, гулять, дышать воздухом, и мне никто не скажет там молчать, лицом к стене, руки за спину. Ты отчуждаешься от себя. Ты становишься объектом, который выживает. Я это чувствовала, что я не я. Ты видишь вот эти все веточки, там, елочки, все на свете. Это очень красиво. Когда ты выходишь на свободу, то это «я» возвращается постепенно. Но у меня нет ощущения, что оно до конца вернулось.
Но оно вернется полностью. Конечно, как только мы уехали за пределы Беларуси, сразу огромный камень с души пропал. Стало полегче, посвободнее, поспокойнее, но накрывает периодически в самые разные моменты. Осталось большое чувство тревожности. Например, я все время боюсь, когда теперь вижу какую-то проезжающую маршрутку или какие-то звонки в дверь. Я просто молюсь, чтобы не было того, что было с нами в августе. Но, читая новости, ты понимаешь, что снова там из какого-нибудь РУВД 4 скорые уехали, значит, с людьми что-то произошло, значит, опять они кого-то настолько сильно избили. Я не могла как бы принять позу, никакую позу, кроме ровного как бы солдатика. То есть так как я спала все дни на Окрестиной, в Жодино. Когда я вышла, то постепенно начали возвращаться воспоминания и ощущение вот этого страха, ужаса. Наверное, появился страх вот оставаться одной надолго, особенно ночью. Еще был страх как бы заснуть. Я лежала, я солдатиком, я так проваливаюсь, так как бы каждый раз выбрасываюсь назад, потому что не дай бог, типа, уйти в беспамятство, а вдруг сейчас дверь выломает, и кто-то тебя, в общем-то, заберет. Не каждый день, но очень часто все равно снятся сны, как я убегаю от оливок, как меня задерживают оливки, как я сижу, как я там выхожу, и вот это вот все очень тяжело. Были моменты, когда мне было настолько плохо и страшно, что я просто такая, все, я отключаюсь и жду, пока это закончится. Но это не проходит. Оно стало поменьше, но оно не проходит. И я работаю с психотерапевтом. И просто выходила на улицу и нахаживала, просто ходила километры часами и плакала. Надо наполнять как-то жизнь любовью, удовольствием, потому что в любой момент, как я уже говорила, это может у тебя пропасть. Его могут отнять у тебя. Самое страшное, что еще во мне осталось, это вот как раз-таки лишиться свободы. В тюрьме, в принципе, очень хорошо рефлексируется на тему того, какие в обществе уже есть системы подавления, и как тебя учат с малых лет подчиняться и не задавать вопросы. И поэтому сейчас я стараюсь просто быть максимально аккуратной, потому что никто не имеет права отнимать твою свободу. Абсолютно никто. Ни один человек на этой земле. То есть как будто бы вдруг ощущается, что и университет, и школа, и детский сад, вот все эти стадии, которые проходишь, социализация, это и тюрьма — это звенья одной как бы системы. А каждый человек ведь уникален. И терять вот эту вот особенность свою, уникальность, свою личность, это самая страшная потеря, которая может быть у человека. Нет жизни без свободы. И без свободы нет жизни. То есть пока ты не свободен, ты не живешь. Минуты просто проходят, ты их как будто не проживаешь. Всем нам, людям, свойственно тянуться к свету, и поэтому мы победим, потому что свет тут мы. Все мы были в разных ситуациях с сокамерницами, и у нас разные жизни, а нас по-разному задерживали в разных условиях, в разные дни. Но мне хочется верить, что мы чем-то похожи, потому что эти девушки, женщины очень смелые, сильные, искренние, сочувствующие, настоящие. Я горда, что я была с ними в этот момент вместе. Очень хочу марш, вот тот самый, когда уже снова в белом, снова с цветами, снова с флагами, снова радуемся, снова вместе. Аминь.